Привет, я Саша Капуста, это канал «Твой шрифтовый фетиш», серия видео по созданию вариативного шрифта в FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о том, зачем нужны глиф-мастера или Fontless Masters и как можно их использовать. Следует сразу предупредить, что техника глиф-мастера может усложнить ваш проект. Она достаточно сложна для понимания начинающему дизайнеру шрифтовому, но если разобраться в ней, то сложно на самом деле ничего нет. Главное следовать определенным правилам. Поэтому воспринимайте то, что я в этом уроке расскажу, как просто теоретическую часть. И если вдруг вам понадобится это сделать в вашем шрифте, вы в будущем сможете вернуться к этому уроку, пересмотреть и повторить все эти действия. Главное — порядок, следовать порядку. Вот. Но в данном случае я вам покажу на примере буквы А двухчастной, которая мне не очень нравится и которую я в своем шрифте исправил. И что именно здесь мне не нравится? Мне не нравится, как интерполируется вот эта часть в букве, потому что она имеет заметный надлом, когда происходит интерполяция. Возможно, вам это сильно сейчас незаметно, но мне не нравится, что вот здесь идет утоньшение, и как-то не очень красиво это все смотрится. Мы потом сравним с вами разные варианты. А так, в целом, давайте перейдем к букве А и посмотрим, что мы можем там сделать. Что вообще такое глиф-мастер? Глиф-мастер, или его еще называют в старых версиях программы Fontless Master, то есть мастер, который не относится к всему шрифту. Это точно такой же мастер, который имеет свои значения на координатах. Его можно также вот здесь вот на карте вариативности выбирать, перемещать и так далее, но при этом он относится не ко всему шрифту, а только к конкретной букве. Причем одни и те же координаты у нескольких букв могут совпадать, и тогда они будут взаимодействовать между собой. Имеется в виду, что если мы выберем какую-то определенную координату, то она будет связана и с другим таким же слоем. Но по большому счету здесь сотни, а то и тысячи разных вариаций местоположения каждого глиф-мастера, поэтому вероятность, что они совпадут, не очень большая, да и в целом роли это не играет. Вот. Но принципиальное отличие в том, что если мы зайдем в Font.info, то мы увидим, что у всех наших мастеров есть определенные настройки, а вот у глиф-мастера этих настроек нет, поэтому FontLab будет интерполировать их на лету. Если это возможно, если невозможно, то он будет поставлять какие-то дефолтные значения. Это мы тоже с вами разберем. В чем вообще польза таких глиф-мастеров? Мы с вами это уже разбирали на примере моего шрифта Бека, в котором есть такие места в букве Е, в букве, где-то тут была буква Э. В общем, я это вам все показывал. То есть вкратце напомню, что когда мы идем по карте вариативности и передвигаем эти слайдеры, то в жирных начертаниях, вот в местах где-то примерно середины, и между ним у нас вот здесь чернит вот эта часть. А в символе, в котором есть глиф-мастера, если мы переключим на него, вот здесь они появятся. Вот они, дополнительные глиф-мастера. Здесь эта чернота убрана, поэтому как такового пересечения нет. Мне, во-первых, пришлось очень сильно укоротить этот нос, эту перекладину и вот эти засечки в остальных мастерах, чтобы оно вообще минимальное соприкосновение имело, но тем не менее все равно она, как видите, здесь немножко пересекается. Поэтому я сделал дополнительные глиф-мастера, которые эту проблему решают. То есть в жирных начертаниях мы видим, что переход вот в этой точке здесь прям очень сильно, особенно в мелком размере, если мы прям сильно уменьшим, здесь прям они как будто соединены. А здесь они имеют вот такое отверстие между ними, которое, точнее, они в общем, удалены друг от друга, и поэтому они не пересекаются. В шрифте журнальное рубленное, которое мы с вами рисуем, тоже есть такой визуальный некрасивый момент, который я бы хотел исправить, но опять же вам это делать не обязательно. Если мы откроем букву А и начнем вводить вот так по карте вариативности, то мы увидим, что вот где-то примерно посередине, где у нас нету с вами мастеров, и есть только виртуальные статичные начертания, есть вот такой вот момент. Мне вот не нравится вот эта часть, вот этот надлом, это первое. Второе, вот этот хвостик, он как будто бы имеет сужение. Происходит это потому, что широкая версия, она у нас вот такая вот почти горизонтальная, а узкая версия, она прямо полноценным полукругом. Поэтому, разумеется, интерполяция получается не очень хорошо. Как эту проблему можно решить? Можно добавить сюда фонд-мастер, Fontless Master или он же глиф-мастер. Я его сделал предварительно. Сейчас мы сравним их вот здесь. Чем они между собой отличаются? По большому счету, вот эта вот оригинальная буква А двухчастная альтернативная, а вот ее версия с фонд-мастерами. В чем визуальное отличие на панели слоев и мастеров? Если мы посмотрим на обычную, то здесь у нас представлено 3 узких и 3 нормальных начертания. Если посмотрим сюда, то здесь у нас добавлены еще вот такие мастера, которые в названии содержат координаты.
Как видите, здесь у нас название набрано таким жирным текстом, а вот здесь обычным текстом. И просто оно содержит в себе координаты. Это говорит нам о том, что вот эти слои как бы обычные, но из-за того, что у них есть координаты, они участвуют в этой интерполяции. А здесь, соответственно, по умолчанию, раз она жирная, значит, она соответствует мастеру. В общем, на что это влияет? Если я вот так вот проведу, здесь разницы никакой, здесь разницы никакой, а вот здесь в середине, если мы посмотрим, то разница не столь очевидна, но тем не менее она тоже здесь есть. Если мы увеличим, то мы посмотрим, что вот здесь есть надлом, а здесь он более плавный. Вот этот хвостик, апертура приоткрытая, она чуть-чуть более массивная, чем вот эта часть. Посмотрим в среднее начертание. Здесь тоже я компенсировал вот эту часть, сделал ее более насыщенной, более плавной, вот такой полуовал сделал. А вот здесь прям очень сильно видно, что вот это прям как хвостик такой крысиный, который к концу сужается, а здесь прям наплыв не очень красивый. С узким начертанием Light здесь тоже у нас не так заметно, но видно, что вот здесь срез уже какой-то не совсем корректный. Здесь я его подкорректировал, сделал более подходящим под движение самого полуовала. Вот. Ну и вот тут тоже немножко ее уплотнил. И поэтому, когда происходит интерполяция в обычной букве, она происходит напрямую от нормального значения к узкому значению. В случае с вот этим фонтмастером, с глифмастером точнее, да, она сначала идет к вот этому начертанию, это можно увидеть вот здесь. Вот они полноценные имеют рисунки. И потом от него, от среднего этого значения к узкому. И таким образом у нас получается более плавный переход. Наша задача сейчас будет это все дело нарисовать. И при этом, если мы переключимся вот сюда, то и там он показывает у нас рисунок. Почему? Потому что здесь он его интерполирует виртуально, а здесь он его прям показывает тот, который нарисован вживую. А теперь давайте подумаем, какая еще практическая польза может быть от такой техники. Глифмастера, мы в них, в принципе, можем запихнуть все, что угодно. Их может быть огромное количество, их может быть сотни, тысячи штук разных. Ну, это, разумеется, не нужно делать, но тем не менее такая возможность есть, потому что у нас есть неограниченное количество вот таких вот координат. Вот, как мы можем это использовать? Мы можем, например, сделать логотип, который в вариативном шрифте будет менять свою форму в зависимости от того, что мы там нарисуем. Поэтому что я сделал? Я в шрифте бэка добавил вот такой вот глиф со смайликом и добавил в него кучу, помимо основных 4 мастеров, промежуточные мастера. Глиф-мастера для конкретной вот этой буквы в виде логотипа. Это non-def, символ, который должен быть в шрифте. Он заменяет собой отсутствующие глифы, если вдруг пользователь пытается их набрать. И, допустим, что я сделал? Я добавил в, допустим, вот, посмотрим, вот это у нас тонкое начертание, среднее, жирное и так далее. Я добавил к нему вот здесь еще глиф-мастера. И, допустим, если мы наберем слово shift, теперь здесь мы имеем такие значения, но если я переключусь сюда, мы увидим, что здесь у нас значительно больше. Теперь, когда я буду вводить вот так по карте вариативности, у меня будет происходить вот что. Сначала у меня подмигивает один глаз, потом второй глаз, и потом улыбка увеличивается и снова уменьшается. Как это произошло? Я просто сделал вот такой узкий, тонкий, точнее, штрих. Они вот вроде бы здесь одинаковые, но между ними, между вот этими двумя, идет вот такой, у которого увеличивается улыбка. Между регуляром и болт вот такая, где подмигивает левый глаз. И между болдом и жирным начертанием другой глаз. И теперь, когда они интерполируются, они вот такие вот создают штуки. Это такой примитивный вариант, как это можно все использовать. Вообще в целом можно вот, так как здесь я добавил только вдоль одной оси, а в других буквах у меня еще есть вот такие вот более узкие варианты, оно все равно здесь работает, потому что оно ссылается на одну ось, в которой есть эта вариативность. Вот так это все работает. Здесь, конечно, это не работает, потому что здесь они одинаковые значения имеют, а вот здесь это все можно так вот
изменяться. В общем, это такая штука, которая одновременно и полезная, если вдруг есть какие-то проблемы, как, например, в букве Е, которую я вам показывал. И в то же время это творческая штука, которая позволяет вам, не создавая миллион разных мастеров в буквах, в которых ничего не меняется, создать их только в текущей букве, в которой есть какие-то изменения, добавить какие-то прикольные штуки, анимации и так далее, которые в зависимости от того, как пользуется человек шрифтом, они будут отображаться. Но тут, разумеется, нужно понимать, что такой слайдер карты вариативности есть только в FontLab либо в каких-то других специализированных шрифтовых программах, а в обычном каком-нибудь фотошопе такого нету. Поэтому рассчитывать на то, что люди будут вот так вот играться, смотреть на этот подмигивающий смайлик, ну, не стоит, потому что этого не будет. Только если он откроет это в FontLab, а таких единиц людей будет. Поэтому тут как бы нужно найти баланс между тем, что логотип меняется в зависимости от начертания, но скорее рассматривать это как статичные изменения, потому что пользователь будет просто переключать этот шрифт из списка, и там, конечно же, вот так вживую красиво это все меняться не будет, но тем не менее это очень хороший повод разнообразить рисунок каждого начертания, например. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.